Привет, сегодня мы кратко поговорим про констрейнты в Spine. Это будет вводный урок, в следующих уроках мы разберем каждый констрейнт отдельно. Сначала хочу отметить, что констрейнты недоступны в Spine Essential. Чтобы ими начать пользоваться, нужна про-лицензия. Итак, для чего нужны констрейнты? Констрейнт переводится как ограничитель. Работают они только с костями и, исходя из названий, ограничивают их движение. И это ограничение может быть таким, что кости будут двигаться вдоль пути, могут повторять трансформации других костей, могут трансформироваться в зависимости от позиции управляющей кости и так далее. В Spine есть три вида констрейнтов, и находятся они в меню новый, и вот здесь вот снизу вы можете найти эти три вида констрейнтов. Это инверс кинематик ограничитель, ограничитель пути и ограничитель трансформации. Уже созданные констрейнты можно найти в иерархии в разделе Constraints. Вот он находится здесь, этот раздел, и вы видите здесь список с констрейнтами. А вот создаются констрейнты для каждого из типов уникально, и порядок действий мы будем разбирать в соответствующих видео. Порядок отображения констрейнтов в иерархии соответствует порядку их применения. Сначала применяется констрейнт, находящийся в самом верху иерархии списка констрейнтов, затем каждый констрейнт расположенный ниже по списку. И это очень важный момент, так как иногда порядок констрейнтов кардинально меняет поведение персонажа. И для получения желаемых результатов может потребоваться изменение порядка. Этот порядок можно изменить только в сетап-моде, перетаскивая констрейнты в иерархии раздела. Допустим, давайте разберем такой пример. У меня есть два констрейнта. Это Red-IK, это констрейнт Inverse Kinematic, и Red-Pass Constraint, это констрейнт пути. Red-Pass Constraint отвечает за то, чтобы вот эта кость, в которую вложен красный шарик, следовала по вот этому пути, туда и обратно. А Red-IK Constraint отвечает за то, чтобы вот эта кость своей локальной осью X всегда была направлена на красный шарик, то есть как бы следила за ним, куда двигается этот красный шарик, туда поворачивается эта кость. Давайте сейчас включим анимацию и посмотрим, что происходит. Вы видите, что сейчас в анимации зеленая палка не следует за красным шариком. Это все потому, что у нас нарушен наш порядок констрейнтов. Для того, чтобы все констрейнты работали, нам необходимо просто-напросто, чтобы изначально наш красный шар двигался по красному пути, а после этого наша палка следила за этим красным шаром. Сейчас происходит все наоборот, и поэтому эти констрейнты не работают так, как нужно. Давайте просто переместим один констрейнт выше другого, в данном случае Red Pass Constraint с констрейнт пути переместим выше констрейнта Inverse Kinematics, и мы увидим, что наша анимация начала работать как нужно. Вернем все назад. Бывают такие ситуации, что вы запутались и не знаете, как расположить констрейнты так, чтобы они работали правильно. Все, что вам нужно сделать, это нажать на раздел с констрейнтами и нажать на кнопку Reset. В 95% случаев Spine расположит констрейнты так, чтобы все они работали. Давайте сейчас запустим нашу анимацию и посмотрим. Вы видите, что все констрейнты работают, а Pass Constraint находится выше в иерархии, чем Red Constraint, поэтому он срабатывает первым, красный шар начинает двигаться по пути, а после этого срабатывает констрейнт, который заставляет зеленую палку следить за этим красным шаром. Если вы посмотрите в любой констрейнт, то вы увидите графу Mix. Этот ползунок отвечает за влияние констрейнта. Если Mix находится в положении 100, значит констрейнт будет влиять на 100% на кость. Если Mix находится в положении 0, значит этот констрейнт вообще не будет влиять на кость. Вы видите, что сейчас, меняя значение этого ползунка, наша кость изменяет свое положение. То есть в данном случае при установке на 0, вот эта кость, в которую вложена зеленая палка, и которая должна была следить за вот этим красным шаром, она перестает свое действие, потому что изначально она была повернута своей осью вот в эту сторону. И если мы сейчас запустим анимацию, то мы увидим, что шар движется самостоятельно, без зеленой палки. Ничего не произойдет, даже если мы поменяем констрейнты местами, так как они должны быть расположены. Но если мы поменяем значение ползунка, то вы увидите, что он потихоньку начинает работать. И чем больше значений, тем больше он начинает следить за вот этим красным шаром. На значении 100 он будет полностью следовать за этим шаром. Вот тут у меня есть еще два констрейнта. Это также констрейнт пути. Они обозначены синим цветом. Значит, констрейнт пути Blue Pass Constraint, он отвечает за то, что вот эта кость с синим шаром двигалась по вот этому синему пути. А констрейнт Blue IK2 отвечает за то, чтобы вот эта кость с зеленой палкой следила за костью с синим шаром. То есть сейчас мы получаем такую ситуацию, что наша кость с зеленой палкой следит одновременно за двумя шарами. И за красным, и за синим. Если мы посмотрим в свойства нашего Pass Constraint, мы увидим, что сейчас микс настроен на 0. Давайте поменяем его значение на 100 и запустим анимацию. Таким образом, мы сказали нашему констрейнту, чтобы он на 100% задействовал вот эту синюю кость, и она двигалась по пути синему. Если мы сейчас посмотрим в Blue IK Constraint, то мы также увидим наш микс в нуле. Давайте изменим его на 100, и мы увидим, что ничего не поменялось в анимации. Для того, чтобы что-то изменилось, нам нужно переместить этот констрейнт ниже констрейнта Red IK, который отвечает за то, чтобы эта зеленая палка следила за красным шаром. То есть надо сделать так, чтобы сначала зеленая палка следила за красным шаром, а потом зеленая палка следила за синим шаром. Давайте переместим вниз по иерархии, и вы видите, что сейчас наш констрейнт работает так, что зеленая палка двигается за синим шаром. Если мы переместим его выше, то вы увидите, что ситуация изменилась. Так вот, перемещая констрейнты в иерархии, мы указываем, какой констрейнт будет отрабатывать первым, а какой после него. И если мы сейчас изменим значение микса для синего констрейнта, который отвечает за то, чтобы зеленая палка следила за синим шаром, то есть мы сейчас уменьшим наш микс, и вы увидите, что наша зеленая палка на 50% станет ровно посередине. То есть она на 50% будет следить и за этим шаром, и на 50% будет следить за этим шаром. Если я включу анимацию, то это будет выглядеть вот так. А если я уменьшу ползунок до нуля, то действие синего констрейнта, который отвечает за то, чтобы палка следила за синим шаром, сведется к нулю. Давайте выставим значение назад. Как вы помните из прошлого урока, констрейнты могут быть добавлены к скинам, так что они будут активны только тогда, когда активен скин. Давайте переместим наши синие констрейнты в скин Man Green. Перетаскиваем их. Вот сейчас вы видите, что они расположены в скине Man Green. А наши красные констрейнты мы переместим в скин Man Red. Что ж, давайте теперь запустим анимацию и посмотрим, что происходит. Как видите, сейчас зеленая палка следит за синим шаром, потому что у нас активен скин Man Green.
Как только мы переключимся на другой скин, вы увидите, что зеленая палка сейчас начинает следить за красным шаром. Потому что у нас сейчас активен вот данный скин, в котором находятся констрейнты, отвечающие за это действие. Есть констрейнт, который допускает отрицательное значение смешивания для того, чтобы действие было направлено в противоположную сторону. Или допускает значение выше 100% для усиления действия. И это констрейнт трансформации. Давайте я включу первый констрейнт трансформации. Мы перейдем немножко вот сюда. И я расскажу, что я имею в виду. Вы видите, что в свойствах нашего констрейнта установлены значения mix на минус 100%. То есть у всех трансформаций, таких как поворот, перемещение, скейл и наклон, стоит минус 100%. Что это значит? Если я сейчас начну перемещать вот эту кость, а вот эта кость должна повторять трансформации данной кости, но так как у нас сейчас выставлено значение минус 100, то эта кость будет повторять противоположное значение. То есть если я буду двигать эту нашу синюю кость вот сюда, то красная кость будет двигаться в противоположном направлении всегда. Если я буду делать скейл, то вы увидите, что одна кость уменьшается, вторая увеличивается. Если я буду поворачивать, они поворачиваются в противоположные стороны. Вот таким образом работает отрицательное значение смешивания. Или вот еще пример. Тут тот же констрейнт, только с другими настройками, которые больше, чем 100%. Сейчас вы видите значение mix 300%. В таком случае все эти действия трансформации будут усиливаться кратно. Давайте переместим по оси X, и вы увидите, что наша красная кость в 3 раза быстрее передвигается. Если мы начнем поворачивать, то вы увидите, что за один оборот синего овала красный овал поворачивается 3 раза. Ну и то же самое со скейлом и наклоном. Кости, на которые действует констрейнт, отображаются как полые. Если посмотреть в иерархию и на viewport, то мы увидим вот такие полые кости. Это значит, что на эти кости действует какой-то констрейнт. В иерархии вы также можете увидеть данные кости. Если я перемещусь вот сюда, то вы увидите, что эта кость полая, в отличие вот от этой кости, которая в серединке, видите, она закрашена сплошным цветом. А в правой части иерархии отображаются значки констрейнтов. Эти значки отличаются для одних и тех же констрейнтов. Если это управляющий элемент, его называют таргет-элементом, то есть объект, трансформация которого повторяется, то значки имеют вид соответствующего констрейнта с изображением цели. Вот вы видите, здесь есть такое маленькое изображение цели. А если вы видите просто значок констрейнта, то это значит, что это управляемая кость. Нажав на данный значок, вы переместитесь в констрейнт и сможете сделать какие-то манипуляции, нужные вам. На этом на сегодня все. В следующем уроке поговорим о таком констрейнте, как Inverse Kinematics. Всем пока!